Рад, что вы дождались выхода второй части. Ну а если все еще не смотрели первую, бегом по ссылке в описании. Итак, мы добились того, что GameCube может запускать игры с SD-картой. Делает он это выборочно, с множеством оговорок, но все-таки запускает. Однако сегодня мы будем делать кое-что особенное. Даже как-то приятно осознавать, что я первый в России, кто вообще этим занимается. Мы будем устанавливать эмулятор оптического привода в наш GameCube. Есть только одно небольшое «но». Для GameCube не существует эмуляторов оптического привода. Но в плане вообще не существует. То есть я бы с радостью его купил, но его нет, не купить. С чего бы начать историю? Ну вот вы сейчас привыкли, что Wii очень легко взламывается, проще разве что PSP взломать. Нужна SD-карта, и посредством SD-карты устанавливается эксплойт. Он завязан с изменением даты времени и отсыланием письма самому себе. И это работает на всех прошивках Nintendo Wii, включая самую последнюю. И мы получаем доступ к установке и запуску игр через USB, запуску через SD-карту и так далее. Но однако так было не всегда. До 2010 года этот эксплойт еще не был открыт, и тогда пользовались различными играми для того, чтобы взломать консоль. То есть такие игры, как Lego Indiana Jones, содержали в себе эксплойт, который загружался посредством инжекта сохранения вовнутрь игры. Игра запускалась, после этого загружалось поддельное сохранение с эксплойтом, и консоль взламывалась. Однако так было тоже не всегда. Этот эксплойт впервые открыли в 2008 году, а Wii появилась в свет в 2006. И люди-то хотели играть и до этого в пиратские игры. И как это происходило тогда? Ну, где-то спустя полгода после выхода Wii некоторыми группами лиц были разработаны мод-чипы. Выглядели они примерно вот так. Как вообще работали данные мод-чипы? Не обращайте внимания на палец, я его сломал. Так получилось. Этот мод-чип устанавливался в разрыв между оптическим приводом и материнской платой самой консоли. Таким способом дисковод прошивался, и можно было запускать обычные самописные болванки типа DVD-R. Были вот такие мод-чипы, а были, царские мод-чипы, которые, помимо того, что могли запускать болванки, имели на борту разъем для SD-карт или разъем USB. То есть на консоли никак не изменялась официальная прошивка. Игры запускались через официальное меню, после чего было перенаправление во встроенное меню этого мод-чипа. Такие мод-чипы стоили от 40 до 80 долларов. С учетом инфляции 10 лет это примерно 90-130 долларов. И они, конечно, были крутыми, но после 2010 года они стали никому вообще не нужны, по той простой причине, что теперь на Wii можно делать все то же самое, только бесплатно, и еще и не нужно лезть вовнутрь. И еще и не нужно покупать этот мод-чип, который стоит все-таки денег. Так что такие устройства сразу же канули в лету. Как небольшой приятный бонус, они могли запускать не только Wii-шные игры, но также могли запускать и GameCube-овские игры, так как Wii и GameCube платформы очень похожи в плане аппаратного обеспечения. Ну так вот, к чему я веду. Так как Wii и GameCube технически похожи, то их внутренние компоненты тоже похожи. И с помощью костылей можно подключить Wii-шный привод к GameCube. И GameCube с него может запускать игры. Соответственно, GameCube Wii-шный он не может запускать. Но также можно и подключить эмулятор оптического привода к GameCube. И он сможет запускать GameCube-овские игры. И вроде как все несложно. Смотришь распиновку и устанавливаешь. Но есть одна такая проблема. Дело в том, что консоли разные. То есть, серьезно, они вообще разные. У них другие формы, другие коннекторы, другие схемы подключения, другие схемы питания, другие схемы открытия и закрытия лотка. Технически-то они, возможно, и похожи, но чисто механически они друг к другу не состыкуются. То есть, представляете, какой абсурд? Это как, если бы вам нужно было прошить PS2, вы берете PS3 и устанавливаете эмулятор привода от PS3 в PS2. Бред же вообще. И это была первая проблема. Вторая проблема возникает в том, что эти мод-чипы, они крайне редкие. Купить их сейчас проблематично. Они и сами по себе-то выпущены маленьким тиражом, но уже прошло 10 лет, а те, кто смекнул, что их можно подключить к кубу, давно уже это сделали. А те, у кого они остались,
перепродают их с какой-то невероятной накруткой. К счастью, мне спустя 3 месяца рысканий по сайтам все-таки удалось найти этот эмулятор привода. Ну и да, для этого проекта я приобрел еще один GameCube, чтобы установить в него этот мод-чип. Ну и долгое получилось вступление. Вы находитесь на канале Романа Сетова, и сегодня я буду модифицировать этот GameCube. Ну что ж, приступим. Для начала нужно разобрать подставку. Да, подставка является частью эмулятора привода. ODE состоит из двух плат. Одна находится внутри консоли, другая закреплена внутри подставки. Описывать процесс разбора я не вижу смысла. Здесь и так все очевидно. Сам привод нам вряд ли пригодится, ведь за место него мы будем устанавливать эмулятор привода с жестким диском. Но вот стойки для привода, возможно, нам пригодятся в дальнейшем. Сейчас у нас задача снять всю механику и оптику привода. По-моему, сюда замечательно впишется 2,5-дюймовый жесткий диск. Ну а вот теперь начинается самая адовая часть. Коннектор V выглядит вот так, он плоский, а у GameCube он проприетарный. Естественно, они не подходят и отличаются по распиновке. Я решил проблему самым топорным путем. Накидал 32 провода от IDE шлейфа к гибкому шлейфу V. Шаг у них не то чтобы маленький, 0,5 мм, но без микроскопа здесь не обойтись. Так как это консоль японского региона, я поменяю язык на английский. Более детальное объяснение есть в прошлом ролике. Сейчас мы будем снимать коннектор оптического привода. Коннектор достаточно большой, а греть феном я его не хочу. Поэтому я буду использовать обильное количество флюса и сплав РЗ, чтобы уменьшить температуру плавления. После с площадок необходимо убрать лишний припой и смыть остатки флюса. Это самая трудоемкая часть. Нужно подпаять скрафченный шлейф к материнской плате GameCube. На установку у меня ушло примерно 3 часа. К счастью, большинство пятаков идут на массу, так что можно немного схитрить. Я собрал все контакты, которые идут на землю, спаял их вместе, убрал изоляцию около одной из стоек на материнской плате и подпаял туда одним проводом. Получилось вот так. Теперь с платы необходимо взять нужное для эмулятора привода напряжение 3,3, 5 и 12 вольт. Можно взять все необходимое напряжение согласно фото, ну а я решил брать там, где мне это проще. Для более простой установки я отрезал часть с металлической пластины.
Теперь нужно подпаять к коннектору питания мод-чипа необходимое напряжение, которое мы брали с материнской платы. Изолируем пространство для установки платы. Пластиковый поддон для дискового привода придется слегка покусать, чтобы в него входил жесткий диск. Подпаиваем два провода, чтобы симулировать открытие и закрытие крышки дисковода. Ко второй плате необходимо подпаять питание 5 вольт, так как по дефолту вторая плата берет питание с задних портов USB Nintendo Wii. К плате еще нужно подпаять два провода. Красный требуется для симуляции кнопки Eject Nintendo Wii. Синий подает 3,3 вольта на 32-ю ногу. В видео это не попало, я это делал вне съемок. Если мы все правильно сделали, оно должно работать. Зажимаем кнопку закрытия лотка. Да, оно работает. Можно использовать черное встроенное меню, но можно заменить его утилитой Swiss. К счастью, вот Jukebox присутствует в списке поддерживаемых. Скачиваем последнюю версию с GitHub. В архиве нас интересует папка с названием VOD. Скачиваем ISO файл на SD-карту, предварительно поместив его в папку ISO. Запускаем Nintendo GameCube с подключенной SD-картой. Нажимаем кнопку Eject для симуляции открытия лотка Wii. Переходим в раздел «Настройки». Переходим в раздел «Load Setting». В пункте Auto Load выбирайте External CFG. Пункт Stealth Mode оставьте выключенным. Сохраняйте выбранные настройки, после чего перезапускайте Wii. Я тут так подумал, на GameCube выходило всего 657 игр. Каждая игра весит не более 1,4 гигабайта. Это емкость мини-DVD диска. Так почему бы не установить вообще все игры на терабайтный жесткий диск? Да, я, наверное, так и сделаю. Раз это работает, осталось это разместить внутри корпуса. Пришлось срезать все стенки на верхней крышке. На верхней крышке я также собираюсь установить светодиод для индикации жесткого диска. Возможно, в дальнейшем мне придется залезать вовнутрь GameCube, поэтому я решил сделать этот индикатор отсоединяемым. Индикатор я приклеил на суперклей. В переходнике SATA на USB уже присутствует SMD светодиод. Я добавил еще один. Получается, они будут работать в параллели.
На второй плате эмулятора привода я установил двухпозиционный переключатель. Он нужен для того, чтобы симулировать работу кнопки Eject на Nintendo Wii. Раз уж мы так удачно расположили экран сверху, было бы глупо оставлять его без сквозного окошка. Я снял стеклянную панель, на ней были остатки клея. Клей я снял с помощью растворителя бензин-калоша. Логотип на панели нанесен краской. Такая краска легко смывается ацетоном. Can't remember a thing. You think you can make it to the trunk? Check it out. Теперь наш GameCube запускает игры с жесткого диска, делает это нативно, то есть через тот протокол, через который он и должен читать игры. Нет никаких проблем с совместимостью, будет работать 100% игр, будут работать игры любого региона, будут работать двухдисковые игры, что очень важно. Здорово, да? Супер. Да нет. Ну, здорово, конечно, да, но не идеально все равно. Есть в геймкубовских играх такая вещь, которая называется аудиостриминг. Если не вдаваться в термины, то это работает примерно так же, как работают аудио-CD-диски. Контент игры загружается в оперативную память, включая некоторые звуки, а музыка накладывается поверх. И уже перед выводом изображения звук микшируется вместе со звуками игры, и за счет этого мы получаем музыку в игре. Так вот, вот этот аудиостриминг, который запускает музыку в игре, на этом эмуляторе привода он не работает. Почему? Ну, наверное, потому что мод-чип изначально создавался для Wii. Геймкубовские игры он запускает как приятный бонус. И таких игр примерно, штук, наверное, 80, если не меньше. Там большинство из них такой проходняк, но хорошие проекты, конечно, тоже попадаются. То есть в этих играх просто нет звука. К примеру, мы можем пропустить игру Crazy Taxi. Игра должна звучать вот так. А звучит вот так. Wait, you gotta pick me
Это все, конечно, очень грустно, но ничего не мешает нам играть в эти 80 игр просто с флешки, используя прошлый метод. Там, конечно, будут подтормаживания, но будет музыка. То есть можно прикинуть, что из этих 80 игр запустится примерно 90% без проблем. То есть по факту мы получаем примерно 7-6 игр, в которые мы не сможем поиграть вообще никак сейчас. Конечно, если мы не учитываем просто, что мы запишем мини-DVD-болванку. Ну да, еще есть две небольшие особенности игры на GameCube, которые я вам должен был сказать в первой части, но почему-то я этого не сделал. Я вроде забыл. Да, я забыл. Ну так вот, карточки памяти для GameCube, они не имеют региональной защиты. Вы можете купить карту памяти, и она будет работать как на японской консоли, так и на американской, это не важно. Однако способ форматирования карты памяти в зависимости от региона отличается. Как это работает? Ну, допустим, вы поиграли в игру американского региона. Она говорит, ну, вообще-то у вас нет сохранения, давайте мы сделаем сохранение вам. Вы сохраняетесь, выключаете игру, запускаете игру японского региона. Игра говорит вам, ну, естественно, иероглифами. У вас что-то с картой памяти? Давайте мы вам ее форматируем, а потом запишем на нее сохранение. Вы соглашаетесь? Карта памяти полностью стирается, на нее записывается с нуля файловая система, естественно, для японского региона. Но если вы снова запустите игру-американку, то она снова вам скажет, что-то у вас не так с картой памяти, давайте мы ее форматируем, а потом запишем ваше сохранение. Выход из этой ситуации следующий. Вам нужно купить 3 отдельных карты памяти для игр каждого региона. Ну, так, например, сделал я. Еще есть одна небольшая особенность по поводу запуска европейских игр на американской консоли. Как бы вам сказать? GameCube-овские игры могут работать в режиме 50 или 60 Гц. И если для Европы существовали такие стандарты, как PAL 50 и PAL 60, то в Америке был стандарт NTSC, и он был только 60 Гц. Стандарта NTSC 50 в принципе не существовало. А GameCube не умеет изменять формат выдаваемого изображения. То есть, если вы запускаете игру PAL 60, то он запускается в NTSC. А если вы запускаете игру, которая не поддерживает PAL 60 и поддерживает только PAL 50, то он запускает игру в NTSC 50. А такого стандарта вообще-то не существует. Так что телек в лучшем случае покажет вам картинку в черно-белых тонах. В худшем вообще не покажет, потому что телевизор не распознает такой сигнал. Выход из этой ситуации простой. Либо просто купите европейскую консоль, она будет запускать все игры в цвете. Либо, если у вас американка, преимущественно загружайте американские образы. Фух, ну вроде все. На этом, пожалуй, можно поставить жирную точку. В дальнейшем я не собираюсь как-то модифицировать или улучшать консоль. Меня все устраивает. Спасибо всем, что досмотрели это видео до конца. Если понравилось вам, то ставьте лайки, потому что лайки помогают мне понять, я вообще нормально сделал или нет. Или что-то не так. А также в комментариях можете посоветовать, что мне следует модифицировать из приставок в следующем. Ну, что, все? Да? Получается, что все.